Ты себя найди, себя найди. Я еще раз вас благодарю. Ну что вы. Я скажу, за что. В трудные свои минуты жизни мне необходимо общение с великими людьми. Это большая роскошь. И невольно в телевизор, в интернет послушать мысли, настроиться с человеком, который для меня как минимум значит. Это авторская история. Красота спасет мир. Ну, у меня такой же случай был. Однажды где-то в ноябре я приехал часов в 8 из театра. А вот до этого я должен вам рассказать. Я репетировал «Грозу» Островского. Я вообще репетирую легко. Я убираю все мысли и сосредотачиваюсь только на этом. И получается спектакль именно из-за того, что я слышу повеление сверху, как надо делать. А тут «Гроза» абсолютно не шла Островского. Не шла месяц, не шла другой, не шла третий. Это он вам страшен, а я с ним разговаривать умею. Ой, Ли. А чего Ли? Я грубиян считаюсь. В чем тогда меня держит? Стало быть, я ему нужен, стало быть, я его не боюсь, понял? Пощали меня боится. Ты что, он тебя вообще не ругает, что ли? Как не ругает? Конечно, ругает. Да он без этого дышать не может. А я тоже спуску не даю. Он слово. Я 10, он 2, я 20, он 3, я 300. Плюнет и пойдет. Не-не, я перед ним рабствовать не стану. С него, что ли, пример брать? Лучше стерпеть. О, вот ты такой ученый. Вот ты его учливости прежде и выучи. А потом и нас учи. Так вот, я пришел домой, 8 часов вечера. Жена спрашивает, будешь ли ты ужинать? Я сказал, да. И вдруг я смертельно захотел спать. Это был не обморок, ничего. Просто, описать это невозможно. Вырубало. Я еле-еле подбежал к дивану и моментально, я так понимаю, уснул. Вот. И от окна, хотите верьте, как говорится в сказках, хотите не верьте, от окна отделилась фигура какая-то. Она прозрачная была? Нет, я сразу понял, кто это. Стал со мной разговаривать, конечно же, не ртом, на другом уровне. И я спросил его, ты за мной? Потому что я подумал, что я умираю. Он сказал, нет, я только на тебя посмотреть. И все растворилось. Я спал минут 5. Я проснулся, говорю жене, я только что его видел. Я не сказал кого, но она поняла кого. И на следующий день, хотите верьте, хотите нет, репетиции пошли. Дороги стояли три сосны. Произошел очень важный момент в жизни. Я понял, что кроме вот этой нашей жизни есть еще какая-то жизнь. Конечно, не думал о высших существах, о Боге там, и так далее. Потом я много прочитал об Островском, он, оказывается, был очень верующим. А так как я об этом никогда не думал, я не понимал, что Островский имел в виду между строк. Он туда вставил свет, а я его не видел. Но на следующий день я его увидел. С тех пор я понимаю, что такое свет. Явление некого существа, не будем давать ему имя, мы все понимаем, о ком идет речь. Сцены сразу же пошли, потому что я понял, что поверх всего, поверх всей истории, которую написал Островский, включено очень много света души. И у нас Кабаниха была не такой, как привыкли, темное царство. Я темное царство превратил в светлое царство. То есть как бы сделал из нее женщину живую, со всеми заботами. Кстати, я потом думал, она была очень похожа на мою мать. Она тоже женщина с характером. Дурак. От дурак.
Что с дураком-то и говорить? Только грех один. Я домой иду. И мы сейчас только раз другой по бульвару пройдемся. Ну, как хотите. Ну, только ты же смотри, чтобы вы не задерживали. Знаешь, я этого не люблю. Нет, сохрани меня Бог. Ну, тут же. Пьеса сразу стала живой. Вот именно этого мне и не хватало. Я не христианин по вероисповеданию, но с того дня у меня получилось колоссальное уважение к православию. И я каждый вечер читал Библию. 3 года. Я считаю, что это был замечательный учебник по познанию мира, познанию профессии режиссер, и актер, и писатель. Я пытался работать и ставить спектакли без света. У меня не получаются они. Из-за этого меня очень многие люди не любят. Мне их жалко. Человек, не познавший вот этот момент, он, конечно же, очень обеднен. Он очень на земле живет. А вообще искусство, оно же ведь для чего существует? Каждый день в быту, идя на работу или в магазин, или садясь в троллейбус или в трамвай, мы как-то забываем цели, задачи свои, призвания свои. Мы забываем, что такое любовь. Любовь остывает. Я очень многих людей не люблю. Вот, скажу честно, что бы обо мне не думали. Вот. Именно из-за того, что они не понимают, что они просто вот такие маленькие песчинки. Искусство, ну, если говорить по самому большому счету, оно возвращает человека к себе. И когда получается спектакль, я вижу зритель, который приходит, он сначала там звонит по телефону, там курс валют, после 3 сестер они выходят, и молчание. И идут разные возраста пар, у нее или у него тянется рука к ней. Потом они идут по нашему саду, они смотрят на деревья, они смотрят на небо. Это значит, что они вспомнили, что они не только айтишники и предприниматели, и учителя, или врачи, а просто люди. И все-таки, вот вы меня сначала спросили, что такое красота, и верю ли я в нее. Да? Верю ли я, что красота спасет мир? Да, я не верю. Вы не верите? Может а быть, что такое в результате красота? нашего разговора я поверю. Я думаю, что красота – это соразмерность частей. Я как бывший инженер. Отсюда можно вывести понятие «золотая середина» там, и так далее. Дело в том, что сейчас такое время, когда меняется соразмерность частей и вообще много представлений о красоте. Сейчас модно там увеличивать губы женщинам. Все увеличивается, что можно увеличить. Да, все можно, да. Все можно. Всё, что увеличивается. Ну, то есть они меняют соразмерность частей, которые как бы дано было Богом при рождении. Я так думаю, что единственное, что может спасти, я об этом ставил спектакль, вот, который вначале восприняли очень сложно, но мне хотелось поставить спектакль о доброте. Вот просто о доброте. И я поставил пьесу Брехта «Добрый человек из Сизуана».
У нас это называется последнее китайское предупреждение. И жизнь так повернулась, что главной героине ничего не оставалось, как открыть рот, переодеться в агрессивного мужчину и делать свои дела. В чем тут опасность? Тут опасность в том, что, оставаясь добрым, входя в другую роль, он может заиграться. Вот, я об этом ставил спектакль. И если бы среди персонажей не были боги, если вы помните, там 3 бога спустились, они ищут доброго человека, они ее вернули к себе. Он идет 10 лет, последние 3 года на него не попасть. Потому что, я думаю, мы его сделали раньше, чем нужно. Сейчас все ищут, за что зацепиться, потому что в мире происходит агрессия, она идет буквально во всем. Все стали играть роли. Я через наше время понял, что имел в виду Шекспир, может быть, время похоже, что это театр, и все люди в нем... Когда общаешься с человеком сейчас, я говорю очень откровенно. Да, может быть. Это и не прекрасно. надо так откровенно А как говорить. иначе, Семен Яковлевич? Как... Не знаешь, что он из себя представляет. Театр во всем. Сейчас весь мир вошел в какую-то роль, и он не может остановиться. Он не может восстановиться и вернуться к себе. У меня была встреча с Александром Георгиевичем Трауготом. Невероятно откровенен был, за что я ему бесконечно благодарна. И он очень много говорил про образное мышление. Сейчас все мыслят предметно. Вот. Мама – это образ. Это же не юбка, кофта там, и очки, правда? Это любимый человек, дети. Это же в нас образ. Вот этот мир внутренней поэзии. Там тогда все по другим законам. Не все так наглядно, буквально. Мои студенты вдруг приняли меня за наивного ребенка. В смысле дисциплины вели себя они хорошо. Но я увидел, что из-за того, что я себя так вел, что я их, может быть, слишком любил, они мне и до сих пор нравятся. Они как-то так относились не ко мне, а к тому, чем мы занимаемся. Ой, блин. Ну, так сильно играешь, ну, надо вылизывать, вымаливать. Все дело в подробности, правильно. Ну ищи, и вытаскивай из себя все это. Ты себя найди. Ну, ты же чистый человек, ну, даже, может быть, даже слишком чистый. Так ты и этим пользуйся. Ну, как вы не пользуетесь своим багажом? Давай, Лизочка, очень тебя прошу. Ни на что не надейся. Нет. Не мучайте вы меня, я тоже устал. Ты ищи живую интонацию, товарищ. Комната 42, улица Чапаева, Чапаева! Быстро! Медленно разгоняется автобус. Резко. Отлично. Переход! Сейчас такая сцена будет. Просто супер. Для меня мои студенты такой урок. Я был у них студентом, что мне пришлось меняться в общении с ними. Вы знаете, у меня было сильнейшее потрясение, студентка от вашей работы. Это были дни Турбиных. Ну, И классный я спектакль. помню, когда ребята все стоят наверху, и к ним подходят, срывают, сейчас извините, погоны. Это для меня и есть большой художник, где, возможно, не вашим мозгом, а что-то вот то, что как раз над вами, что видела я. И у меня это привело в оцепенение. Вот срывают погон, а у него слеза в глазах. Срывают, у него вспыхнула слеза, у следующего. Вот этот цвет,
Ну, это было гениально. Я была под током очень долго. Вообще потрясающая пьеса. Потрясающая пьеса. Я ставил ее с простой мыслью. Когда наступают дни Турбиных, подумал я, Понятно. да, то нужно общаться с друзьями, влюбляться, танцевать, петь и веселиться. Этим мы меняем энергетику ситуации. Вот, собственно, мысль моя была при постановке очень простая. Почему я еще люблю итальянского режиссера Джорджо Стреллера? Он написал замечательную книжку «Театр для людей». Существует множество театров. Театры для критиков, театры для пожилых людей, театры для подростков. Он написал гениальную книжку «Театр для людей». Траугод Александра Георгиевича апеллирует, если бы у меня было право, премия Траугод, какая-то мировая, равная Нобелю, я бы 1 раз в год давал бы только одному человеку в мире. И эта премия была бы посвящена, знаете чему? Верности. Наверное. Верности себе, верности. Верность. Ну, сейчас с этим плохо дело. Ну, вот. Может быть, один человек в мире бы и нашелся. Вот. Но как долго живут ваши спектакли? Я вижу, что, извините, так в личную жизнь у вас 1 брак. Это все говорит о многом. Вроде бы для кого-то сейчас это не важно. На самом деле это важно. Давайте с вами поговорим про поэзию. Мне очень интересно ваших любимых поэтов послушать. И если у вас то, что вас в какие-то минуты, какие-то строки, четверостишье поднимают ввысь. Байрон, когда стал поэтом, то они организовали такое понятие, как трансцендентальная ирония. У нас в спектакле очень много юмора. Нравятся поэты, которые также относились к жизни. Поэтому я очень люблю Пушкина, но я его читать не буду. Мне кажется, что это был очень грустный человек, очень умный, очень такой, как сейчас говорят, креативный человек. И он так себя занимал. Я люблю поэтов, которые немножко иронично относились к жизни. Я давно не вспоминал, но великий петербургский поэт Огнивцев. Он писал иронические такие стихи, которые мне очень близки. Или, например, ленинградский поэт Олег Григорьев писал тоже стихи иронические. Вот этот круг поэтов, которые могут поднять меня на репетицию, так скажем, напоминает мне, что не надо серьезно относиться. Тогда ты больше сделаешь, тогда ты будешь теплее, сохранишь энергию для тех людей, кому это нужно. Вот. Вот мы сейчас говорили про Булгакова, «Дни Турбиных», и я как-то решила перечитать, конечно же, «Белую гвардию». Обычно там беру Пушкина, и, боже мой, какой короткий день, ах, как же это все закончилось. Дальше. Тут я читаю, пойду попью кофе, отложила. Там опять читаю, отложила. И знаете, Семен Яковлевич, это только исключительно мое личное откровение. Мне не хватило там человеколюбия. И я себя спросила, хорошо, а кто тогда в русской литературе, там, поэзии, у кого есть это человеколюбие? Вот у кого для вас, Семен Яковлевич? Я только 1 раз ставил Чехова, и вот сейчас поставил экзамен по Чехову. Он героев своих любит. Он меньше любит женщин почему-то. Я поставил 19 рассказов или 20, а их было 40 на курсе. И понял, что он очень жалел и очень любил. Мне однажды сон приснился, что я вот так хожу, а сверху Бог так смотрит на меня и плачет. Вот. Друзья, я могу пойти покурить, а? Вы знаете, я определение таланта придумал. Что такое талант? Это чувствительность.
Да, абсолютно точно. А большой талант – это большая чувствительность. Это невозможно вообще Это жить. правда. Вот. И можно взять всех великих живописцев или поэтов, они... Ну, прям вы мне им плакать было хочется. так трудно жить, просто кошмар. Вот, и мне. Вот это наша жизнь, вот опять вы эту фотографию видели. Вот мы набираем новый курс, эту фотографию. Вы видели, вот мы с Мрожиком. Вот это ценнейшая фотография когда-нибудь вообще. Знаете, есть такое слово «портал». Вот видите, другой свет, вот это выход на сцену, две иконы. Вот, и они выходят на сцену. У меня тут дух захватывает всегда в этом месте, да. Вот, и они идут на сцену. А есть музыка вашей души, ваш камертон? Это очень интересный вопрос. Как бывший инженер я думал об этом. Почему на меня воздействует музыка? Музыка попадает прямо, без прохода через размышления и так далее. И я стал спектакли ставить так, чтобы в спектакле из слов создать музыку. Но когда спектакль сделан, не хватает терпения, то весь спектакль строится по принципу артисты должны говорить слова, чтобы они переходили в мелодии. Вот именно это и завораживает, не убирая никакой мысли, ничего. Поэтому репетируется каждое слово. По утрам в душе кого-то слушаете? Нет, я всегда опаздываю. Так как я с утра делаю йогу, я всегда опаздываю. Поэтому никакой музыки, никакого общения. Я сосредоточен на том, решения у меня нету. Я его ищу. Артисты привыкли. Это очень, наверное, сложно. А йога у вас только сурья или вы делаете какой-то дыхательный комплекс? Как у вас утренняя? Дело в том, Сама что люблю. йога. Вот Да. интересно. Это очень интересно. Значит, пережив тяжелый период, Алена Стурова пришла ко мне на день рождения и сказала потрясающую фразу: «Хочешь, я тебе подарю учителя?» Фраза меня просто потрясла. Она говорит: вот он тебя ждет, ты позвони, у него жена русская, живет он в Мадриде. Я звоню, я говорю: вот Алена дала мне ваш телефон. Да, мы знаем. Она говорит: мы приедем скоро к вам на спектакле. Значит, вот они приехали, он ничего не понимает по-русски, но он чувствует энергию спектакля. Он потом меня уже научил, что самое главное в жизни и в творчестве – это слово «ясно», ясность, чтобы была ясность. Потому что иногда бывает туман и в спектаклях, и в жизни. Вот я сказал, ясность должна быть, ясно. И ему было ясно, когда он смотрел Да, ваши спектакли? было ясно. Он пожал руку там, и так далее. И пригласил в Мадрид. И с тех пор я ездил лет 15 2 раза в год в Мадрид. И он работает как? Он берет у вас пульс, именно вам дает упражнения, которые вам нужны. Это дыхательная йога. Ее надо делать ежедневно, а не 3 раза в неделю. Потому что считается в мире самое главное в человеке – это дыхание. Это уже длится 20 лет. А он сам испанец или кто? Испанец. Эдуардо Перес. До этого он был художником, до Тибета. Я был в тупике, поэтому он меня взял сразу. Йога вырабатывает колоссальную волю. Его учитель. Да, я поняла. Так понимал, что нужно делать йогу, ну вот это только Эдуардо мог сказать. Очень красивую вещь, кстати, вот о красоте.
Он, чтобы сделать йогу, одевал свой лучший костюм, белую рубашку, галстук. Ну, для него это было Праздник. каждый день. Был ли у вас ожог от искусства? Ну, я могу сказать сразу. Мещане в БДТ, это встановговские. Моя строгая мать, работница исполкома, заместитель заведующим отделом, решила мне сделать перед Артеком подарок. У меня тут родной дядя жил, отцовский родной брат. Она меня отправила на 2 недели. И я попал в БДТ. Я не знаю, вы, наверное, не видели спектакль, который поставил великий польский режиссер Аксер. Карьера Артура Уи. Это карьера Адольфа Гитлера от любителя пивных до первого лица. Играл Лебедев. И я вдруг что-то понял, что я ничего не видел и ничего не знаю. Ожог был страшный. А второе, ну, впечатление с ожогом вместе, может быть, вы не видели, но я видел 4 раза этот спектакль в Москве, в театре Маяковского. Вот Наталья Георгиевна, наверное, видела этот спектакль. Светлана Немоляева, она играла в спектакле «Трамвай желания», Бланш. А с кем? С Гараханяном. Она только 1 раз дала интервью на эту тему. Видно, так дорога была ей эта роль. Она сказала фразу: «Я живу от спектакля до спектакля». Это не то, что ожог, это просто оцепенение. Как Немоляева играла, ее увозили в психиатрическую больницу. И как она людям говорила, я говорю правду, она это так говорила, я не мог встать после спектакля. Какая опасная роль. И как Немоляева справилась, умничка. Ну, видите, да? она справилась. Ну, да. Она справилась, она... Вы знаете, это самое сильное женское впечатление сценическое в моей жизни. Она так это говорила в свою защиту. Вот именно хрупкость и беззащитность. Да. Вот В именно ней это вот. есть. Да. В ней это есть. Поэтому, я не знаю, сняли этот спектакль на пленку, не сняли. А здесь она сыграла гениально. Но почему-то никто не знает. Очень много таких историй. Никто не знает, какая она великая артистка. Это борьба за жизнь. Я не хочу так жить. И жить я так не буду. Потому что Бланш считает, что в жизни самое главное духовное начало человека, духовная победа. Нельзя жить по-скотски, нельзя жить по-звериному. И хотя у Теннесси Уильямса по всем действенным линиям пьесы и доходя до конца, Бланш сломлена, она погибает, ее мир, ее жизнь вокруг, и люди изничтожают. Но я хотела, чтобы люди, которые смотрят спектакль, поняли, что ее не сломить духовно. Она все равно даже жизнью уйдет такая, не изменившись. Она все равно будет бороться за духовное начало в человеке, за его благородство, за его самоотверженность, ну, за какую-то чистоту. И я считала, что это самое главное. Я за это шла и иду на сцену. А вы не думали поставить этот спектакль? Вот так рассказываете. Я думал, вы знаете, есть спектакли, которые закрывают тему. Я считаю, что великий московский, российский режиссер Эфрос закрыл тему женитьбы на много лет на 50. Он даже сформулировал, почему у него получился спектакль, потому что он ошенелил женитьбу. Убеждаюсь, что путь сейчас только один – иметь сердце и стремиться к красоте. Потому что очень осточертела грубость во всех ее проявлениях. Вот там, где есть настоящая красота. Но дело в том, что у меня к этому слову изменилось отношение. Я раньше слово это не воспринимал. Само слово мне казалось пошлым. Красота. Боже мой, как не стыдно. Спектакль должен быть красивым. Боже мой, это ужасно, думал я.
Все это, мне кажется, зашло в тупик. И из этого выход только один – гармония, художественность, красота. Я никогда не буду ставить «Трамвай желания», потому что очень большой режиссер Гончаров сделал великий спектакль. А у вас было такое в постановке? Дальше нельзя. Чуть дальше случится что-то, не знаю, Ужасно. роковое, что-то Роковое. что-то неизбежное. Это всегда же очень внятная черта. Вот в последнем спектакле, посмотрите, спектакль «Каббала святош». С удовольствием я обязательно. Вот там, пожалуй, такие ощущения были. Мне нужно было по миллиметрам решаться на какие-то важные темы. До какой черты может дойти честность и благородство художника? Вы работаете же с невероятным материалом, человеческие души. Это же вершина творения. Люди. Вот ваша режиссерская какая-то внутренняя, для вас самого высота. Есть такое? Когда у меня нет сил, вот я ставил Брехта, я не знал, как сделать финал. А завтра премьера. Да. Я остановил репетицию, ушел на полчаса в кабинет. И через полчаса что-то произошло. Ведь это же очень трудно, остановить репетицию на полчаса перед премьерой. И я сделал. Вы расслабились, видимо, Да, да? да, и- да. Видно, опустошил Да, голову. да, Вот да. Сидел как дурак. Состояние как дурак, оно Прекрасно, замечательно. гениально, да, состояние пустоты. Замечательно. Не все в жизни получается. Есть такая книжка, называется «Каббала». Эта книжка, она занимается цифровизацией жизни. Там написано, что было 3 раза, будет всегда. Я, например, пользуюсь этим правилом. Что было 3 раза, будет всегда. Жизнь идет маятникообразно. Маятник ушел в крайнюю степень материализма. Вот он уже скоро пойдет в другую сторону. Другие спектакли нам будут нравиться, свет, больше людей будут понимать, что такое. Я думаю, воинов света много. В театральном пространстве. Да, я так думаю, да. Только благодаря этому я, например, чувствую силу. Мы состоим из 3 частей. Если круг нарисовать, значит, один сегмент – это родители. Это можно, нельзя. Второй сегмент – это взрослый. Это уровень адаптивности к обществу. И третья часть – ребенок. Можно проанализировать, если родители были очень жесткие, то у вас ребенка меньше в вас. Потому что из круга же нельзя выскочить. Вот, они расширяются. Если вы очень умеете жить, ребенок, ну, я в Да, смысле, понимаете? Я понимаю, прекрасно Да, понимаю, о чем вы да, говорите. да. То ребенка тоже меньше становится. И поэтому вот говорят, он же был такой талантливый. Куда все делать? Да. А он научился жить, научился договориться о получении там, премии, о получении каких-то благ. И у него увеличивается это, и его ребенок истощается, вот этот, ну, если представить Да, себе. да, 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 целостное, да. Да. И оно просто вымещает, получается. Да, вытесняет. Вытесняет. Человека вытесняет. А мы будем продолжать верить в человека и рассказывать о нем. Да, и Спасибо. живые связи, Да, токи, да. вот в эту, да, энергию. Я благодарю вас. Спасибо. Вы солнце, Спасибо. солнце, Спасибо. солнце. Спасибо. Спасибо. Семен Яковлевич.